Давно не виделись, Сержата. Сегодня мы выделим топ самых сильнейших персонажей во вселенной Соника. Я буду стараться ссылаться на основной игровой канон и периодически вспоминать мультфильмы и комиксы. Все же вселенная Соника огромная и есть с чем сравнивать. Итак, заварите себе чайку, придушите свет и погнали! Итак, открывает наш топ. Как вы думаете, кто бы это мог быть? Как бы это было не смешно, но это сам Соник. Не думали, что главное лицо франшизы окажется на последнем месте в топе? Но это так, он не самый сильный персонаж во вселенной, и сейчас я объясню почему. Да, он быстрый, может разгоняться до скорости света. У него много всеразличных супер и дарк форм, от изумрудов хаоса и без. Но, увы, по сравнению с другими персонажами, Соник сильно проигрывает, так как единственная его главная способность — это скорость. А в этом он не уникален. И даже его удары и спецприемы точно такие же, как у персонажа, о котором я расскажу дальше. Да что уж там, его способности копируют даже Metal Sonic, а этот парень быстро сливается в битвах. И мы переходим к следующему месту. Йош Шэдоу. Он такой же быстрый, как и Соник, и задумывался как антагонист. Но создатели что-то перемудрили и сделали слишком сильного персонажа для вселенной, что даже пришлось его слить в конце Sonic Adventure 2, а потом вернуть, тупо потому что фанаты влюбились в этого персонажа. И это неудивительно, ведь он прописан и мотивирован лучше, чем Соник. Шэдоу был выращен искусственно профессором Джаредом работником на космической колонии Арк из крови вождя пришельцев Black Arts и впитал в себя силу изумрудов хаоса. И чтобы сдерживать силу хаоса, профессор Джаред наградил Шэдоу браслетами. И именно Шэдоу научил Соника использовать хаос-контроль и перемещаться в пространстве и времени. Сам же Шэдоу может использовать хаос-контроль на 9 секунд, а без браслетов так вообще 90, но быстро выдыхается. Однако у Шэдоу есть еще пару тузов в рукаве. Это Хаос Бласт, выплеск чистой и убийственной для всего живого энергии хаоса, и скопленная энергия хаоса в одно — Хаос Спир. У Соника таких плюшек нет, и он не раз проигрывал бой Шэдоу. Как сам себя зовет Шэдоу, он совершенная форма жизни. И это так. Но тогда что выходит? Шэдоу слишком силен, и остановить его никто не может? А вот и нет. Есть один персонаж, который может победить Шэдоу. И мы переходим к третьему месту. И-123 Омега. Лучшее и последнее творение из серии И. Создание доктора Эгмана, даже он сам боится мощи Омеги, и поэтому Эгман оставил его гнить в одной из своих баз и представил как охрану для Шэдоу в анабиозе. На что Омега сделал себе новую директиву, и нехило так разозлился на доктора. Огневая мощь Омеги просто невообразима. Идеальная машина для убийств. Это всевозможные огневые пушки, запредельная мощь, огнеметы, пулеметы, ракеты и все, что душе угодно. Он не знает пощады и преданно служит своей программе и выполнит ее до конца, во что бы это ни стало. Он даже перешел в режим стазиса на 200 лет и пережил при этом катаклизмы и даже не шелохнулся. И когда на мир обрушились ужасные бедствия и люди винили в этом Шэдоу, только у Омеги хватило сил заточить ежа, потому что, как он сам говорит, eventually, when something or someone is seen as too powerful, it is seen as a threat. And then the world becomes its enemy. а если Шэдоу и Омега будут вместе, то им не составит труда раз и навсегда разобраться с доктором Эгманом и даже убить его. What? Goodbye, Doctor. Но неужели нет персонажа сильнее Омеги? Был один персонаж с нелегкой судьбой. И второе место заслуженно занимает Эмерл. По событиям Sonic Chronicles, Гизой был создан высокотехнологичным кланом Никтюрнс, как боевая единица. Он был брошен на земле, когда Никтюрнсов забрали сумеречную клеть предтечи на 4000 лет, из-за того, что этот клан развивался в технологическом плане слишком быстро и нападал на другие более слабые кланы, не давая им и шанса. Эмерл же пережил потоп, который устроил хаос клану Наклза за их жадность и алчность, из-за чего сам Наклз, собственно, и остался последней ехидной и хранителем мастера
серым изумруда. Этого гизоида нашел профессор Джеральд до того, как создал Shadow. Забрав же гизоида на колонию Арк, он установил с ним связь и понял, что особенность этого робота заключается в быстрой обучаемости и точность запоминания физических действий, а также поглощении и использовании энергии. Джеральд попытался свести на нет его разрушительную силу, но потерпел неудачу. В попытке обуздать его он дал ему те же качества, что в будущем и Shadow, а именно душу, которая основывается на его внучке Марии Работник. Чтобы Эмерл учился самостоятельно, для развития потребовались изумруды хаоса. Но когда Джеральд понял, что если Эмерл получит все 7 изумрудов хаоса, то он выйдет из-под контроля, и его никто не сможет остановить, так как он будет чертовски силен и опасен, он добавил в гизоида программу самоуничтожения, если тот однажды не сможет контролировать всю свою мощь. Вскоре же Джеральд оставил гизоида в выключенном состоянии и переключился на проект Shadow, а потом, спустя 50 лет, Эмерл нашел Эгман. И дальше уже идут события игры Sonic Battle. Однако те, кто смотрели Sonic X, скажут, что Эмерла быстро слила Крим. И я лично с этим полностью не согласен. Это самый тупейший ход. Персонажа тупо слили, не дав ему раскрыться. Благо это арковый Ксений канон. И я советую поиграть в Sonic Battle, и вы поймете, что Эмер с легкостью копировал все живое, и та же Крим ему в подметке не годилась. И даже Сонику в игре победа над совершенным Эмерлом далась нелегко. В итоге он его даже не победил. Эмерл пожертвовал собой. Но кто же тогда на первом месте? Не подумайте, что я люблю этого парня, он уже второй раз занимает первое место. И да, это Йош Сильвер. Страж времени и защитник будущего. Происхождение Сильвера неизвестно. Этот персонаж появляется как временная аномалия. И если миру придет полный звездец, то родится Сильвер и отправится в прошлое, чтобы спасти мир от этой участи. Сильвер также владеет хаос-контролем, как Соник и Shadow, и его главная способность — это владение телекинезом, хотя правильнее будет психокинезом. Сильвер сам по себе не быстрый персонаж, однако он легко может поднять себя в воздух и лететь на сверхзвуковой скорости. Он также может оглушать врагов своими психоволнами и держать под контролем несколько предметов с разным весом, будь это здание или камни. Его сила не имеет лимита и может только сравниться с чистой энергией хаоса. В комиксах Сильвер мог перенаправлять энергию хаоса своей силой. Он также сражался с Энерджеком, персонажем-полубогом. Энерджека пытались победить Супер Соник и Shadow, но оба ему проиграли, и он забрал их души. А вот Сильвер смог его победить, и то он был даже не в супер форме. А если бы он был в ней? Ого-го. Ну, сами представьте, что может произойти. Это просто не описать словами. И не надо мне говорить, что в играх Сильвер сам по себе слабый, и всей этой мощи там нет. Ну а что, ребята, поделать, если создается идея и дизайн персонажа, а потом его силы и умения надо вклинивать в геймплей, но так, чтобы персонаж не был слишком имбовым. Я лично надеюсь, что когда-нибудь сделают игру с Сильвером, где по-настоящему покажут всю его мощь и дадут игроку почувствовать это. Ну а пока это невозможно реализовать. Ставь лайк, если бы тоже хотел такую игру с Сильвером. Ну на этом пока все. Пишите в комментариях, кто, по вашему мнению, самый сильный персонаж во вселенной. Я вас всех поздравляю с наступающим Новым годом. С вами был Мефересу. Всем удачи и пока.